Всем привет! В этом ролике мы вяжем красивую шапку-ушанку. Вяжем на взрослого. Обхват головы 57 сантиметров, ширина ушанки 25 сантиметров. Она подойдет и на больший размер. На меньший размер сокращаем количество петель. Вяжется ушанка очень легко и очень быстро. Классный универсальный фасон, который подходит очень многим. Вязать будем из очень интересной пряжи Газал Попкорн. Мой цвет 5267. Называется цветок кактуса. Пряжа ручного крашения очень красивая и необычная. Пряжа представляет собой пасму. То есть пасма — это по сути такое большое кольцо. И прежде чем с пасмой работать, нам надо обязательно ее перемотать в моток. Если вы сразу начнете вязать из пасмы, то нить может очень сильно запутаться. Из одной пасмы у меня вышел вот такой большой моток. На ушанку нам понадобится 200 грамм, то есть один моток и еще чуть-чуть. В пасме на 150 грамм 68 метров. В составе 99% шерсти, 1% полиамида. Для работы производитель рекомендует спицы номер 12-15, но шапку мы будем вязать на спицах номер 10, чтобы она была поплотнее. Пряжа великолепная, очень мягкая, очень нежная, такая шелковистая на ощупь, совершенно не колючая. И очень красивая. Посмотрите, как играют оттенки. В палитре пряжи представлены интересные цвета. Ссылку оставлю в описании под видео. Для вязания ушанки нам понадобятся спицы номер 10 прямые и круговые длиннолески 40 сантиметров. Мы начинаем вязание с ушек. Оба ушка вяжутся одинаково. На прямую спицу набираем 5 петель. Разворачиваемся. В изнаночном ряду кромочную снимаем. После кромочной делаем накид от себя. Далее вяжем петли изнаночными. Перед кромочной накид на себя. Кромочная, изнаночная. Во втором ряду лицевом накиды провязываем скрещенными петлями. Первый накид провязываем за переднюю стенку лицевой. Далее провязываем петли лицевыми. Вяжем за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. Я вяжу за заднюю. Второй накид провязываем за заднюю стенку. Кромочная, изнаночная. Прибавили 2 петли. В следующем ряду изнаночном снова прибавки. После кромочной накид от себя. Далее вяжем петли изнаночными. Перед кромочной накид на себя. В лицевом ряду накиды провязываем скрещенными петлями. Первый накид за переднюю стенку. Второй накид за заднюю стенку. И еще один ряд с прибавками у нас будет. Точно так же после кромочной накид от себя. Далее вяжем петли по узору. Перед кромочной накид на себя. У нас на спицах 11 петель. Далее мы будем вязать без прибавок. И от этого ряда нам надо провязать 10 рядов. Закончим изнаночным рядом. То есть сейчас просто наращиваем нужную нам высоту ушка. Вы можете связать его и подлиннее, и покороче. Я буду вязать 10 рядов лицевой гладью. В лицевых рядах лицевыми, в изнаночных изнаночными. Второе ушко вывязываем точно так же и заканчиваем, тоже провязав изнаночный ряд. То есть рабочая нить должна остаться справа, и мы ее отрезаем. Итак, ушки готовы. Приступаем к вывязыванию козырька. На прямую спицу номер 10 я набираю 16 петель. Набрали нужное нам количество петель, разворачиваемся и провяжем один ряд с прибавками. После кромочной делаем накид от себя, точно так же, как мы делали и в ушках. Далее вяжем все петли изнаночными. Перед кромочной накид на себя. Кромочная, изнаночная. Во втором ряду накиды провязываем скрещенными лицевыми. И далее будем вязать без прибавок. Всего для козырька я провяжу 9 рядов. И закончу тоже изнаночным рядом. Отворот шапки готов. Вот наш козырек. Теперь нам надо соединить все детали.
в одну шапку. Берем круговые спицы и обычным способом наберем 6 петель. Набрали 6 петель, подводим к вязанию первое ушко. Провязываем петли нашей основной рабочей нитью. Просто все петли вяжем лицевыми. Кромочные тоже провязываем лицевыми. Первое ушко перенесли на шапку. Далее прибавляем одну петлю, накручиваем рабочую нить на спицу вот таким образом. Затягиваем потуже и подводим к вязанию наш козырек. Ушко мы подводили к вязанию лицевой частью, но так как козырек у нас будет отворотом, соответственно к вязанию мы его подводим с изнаночной стороны. Изнаночные петли смотрят на нас, а мы все петли провязываем лицевыми. Следим за расположением стенок петель. Петли всегда провязываем за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. Провязываем все петли козырька. И далее тоже нам надо добавить одну петлю. Точно так же рабочую нить просто накручиваем на спицу вот таким образом. Затягиваем потуже, подводим к вязанию второе ушко. Провязываем петли лицевыми. И теперь просто соединяем вязание в круг. Просто провязываем петли, те 6 петель затылочной части, которые мы набирали. Мы замкнули вязание в круг и далее просто будем вязать лицевыми на нужную нам высоту шапки. Для того, чтобы определить высоту, нам нужна мерка глубина шапки. Мы делим это значение пополам. У меня глубина шапки 38 сантиметров. Половина это 19. И из этого значения вычитаем 5 сантиметров. Получим высоту до формирования макушки. Я провязала 14 сантиметров. У меня вышло 18 рядов. Провяжем один ряд лицевыми, развесив маркеры. Нам надо разделить все петли на 4 части. Для того, чтобы убавки наши располагались симметрично, я смещу начало вязания на 2 петли. То есть на затылочную часть мы набирали 6 петель, 2 петли я провязываю. И здесь мы наденем маркер начала ряда. Третья петля уже начало нового ряда. Провязываем 12 петель. Это петли одной части, то есть четверть всех петель. Провязали 12 петель. Отделяем их маркером, отличным от маркера начала ряда. У меня это просто кольцо из пряжи. Провязываем следующую часть, 12 петель. И также отделяем ее маркером. То есть все петли шапки мы делим на 4 части по 12 петель. Провязали ряд. В следующем ряду будем делать убавки. В каждой части после маркера провязываем одну лицевую, далее 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку. Довязываем петли первой части до конца, не довязывая 2 петли до маркера. Их мы будем провязывать с наклоном влево. Две петли разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки. Сделали убавку с наклоном влево. Маркер, началась следующая часть. Снова одна лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Довязываем петли второй части, не довязывая 2 петли до маркера. Их мы разворачиваем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. Такие убавления делаем в каждой части, и убавки будем делать через один ряд. То есть в следующем ряду мы просто провязываем все петли без убавок, вяжем лицевыми по кругу. И в следующем ряду у нас снова ряд с убавками. Делаем то же самое. После маркера лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Далее вяжем петли по узору. 2 петли перед маркером разворачиваем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Далее будем вязать снова ряд без убавок. И вяжем таким образом, пока на спицах не останется 16 петель, то есть по 4 петли в каждой части. У меня на спицах осталось 16 петель.
Я провязала один лицевой ряд. И далее мы вяжем следующим образом. Просто еще немножко убавим петли, провязываем 2 вместе лицевой. Далее 1 лицевая. Снова 2 вместе, маркер убираем. Провязываем 2 вместе лицевой, 1 лицевая. Таким образом убавляем все петли. После этого нить отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через все наши петли. Затягиваем, вводим нить на изнанку, с изнаночной стороны закрепляем, делаем небольшой узелок и прячем хвостик, пропуская нить по задним стенкам петель в одну сторону и в другую. Когда у меня закончился моток, я просто начала вязать от нового мотка. В этом месте я просто делаю небольшой узелок и также прячу концы, пропуская нить по диагонали по задним стенкам петель в одну сторону и в другую. Ушанка наша готова. Так она сейчас выглядит. И нам надо обвязать ее по периметру. Обвязываем мы ее с лицевой стороны. Подводим рабочую нить. Обвязку я буду делать при помощи крючка номер 7. Начинаем обвязку с затылочной части. Крючок будем вводить под 2 стенки петли. Вытягиваем петлю рабочей нитью. Подхватываем рабочую нить. И делаем 1 петлю. Закрепили нить. Вводим крючок под следующую петлю, под обе стенки. Вот этот хвостик пропускаем внутри нашей обвязки. Вытягиваем петлю. Подхватываем рабочую нить и протягиваем сквозь 2 петли. Хвостик подтягиваем. Идем в следующую петлю. Под обе стенки вытягиваем нить. Подхватываем нить, протягиваем через 2 петли. Таким образом будем обвязывать нашу ушанку по всему периметру. Я дошла до ушек. И вот здесь, где у нас был самый начальный набор петель на ушке, мы должны сделать закругление. Вводим крючок в угловую петлю 2 раза. За счет этого наша обвязка сама собой закругляется. На ушке я сделаю еще пару петель. И здесь снова у меня должно быть закругление. Ввожу крючок в эту петлю 2 раза. Первый раз и второй туда же. Здесь обвязка тоже закруглилась. Все красиво, ровно и аккуратно. Туго петли не затягивайте, чтобы полотно не стянулось. Когда закончили обвязку и дошли до того места, где мы ее начинали, нить отрезаем, вытягиваем петлю, вставляем нить в иголку широким ушком, ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия, вот вертикальная петля и вот первая горизонтальная. Вводим иглу под обе стенки, протягиваем нить, затем нить уводим в ту петлю, из которой она выходит. Так красиво мы замкнули нашу косичку. С изнаночной стороны здесь нить закрепляем. Я делаю небольшой узелок и хвостик также прячем. Шапка готова. Отправляем ее на ВТО. Пряжу стираем очень аккуратно, вручную. Аккуратно отжимаем и аккуратно раскладываем на горизонтальной поверхности. После стирки изделие становится рыхлым. Аккуратно его отжимаем. И на горизонтальной поверхности вот так прям присобираем. Придаем нужную форму, нужную ширину, нужную высоту. После высыхания пряжа плотнеет, так что не пугайтесь, если после стирки увидите, что изделие растянулось.
Растягивается оно слегка в ширину после высыхания. В высоту практически не растягивается. Чтобы зафиксировать отворот, сделаем несколько швов. Очень красивая и интересная ушанка выходит из этой пряжи. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.